Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Начинаем самую большую, мне кажется, новостную неделю по играм Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Почему большую? Потому что в этой новостной неделе будет целых 11 или 10 новостей, так что она будет интересной. Погнали! Вы готовы исследовать чудеса природы штата? Отметьте свои календари и приготовьтесь отправиться в путь, потому что мы рады сообщить, что дополнение Arkansas для American Truck Simulator выйдет 16 сентября 2024 года. То есть на момент снятия данного видеоролика дополнение выйдет завтра в понедельник, а этот видеоролик выходит в воскресенье, так что ждите. Мы также взволнованы, как и вы, и чтобы поддержать предвкушение, мы опубликовали официальный трейлер Arkansas DLC на нашем канале YouTube. Этот трейлер создан нашей талантливой видеокомандой, даст вам представление о том, что вы можете обнаружить, путешествуя по этому дополнению к карте. Посмотрите ниже и если вам понравится, подумайте о том, чтобы оставить лайк и комментарий. Ссылочка на данный видеоролик будет находиться в правом верхнем углу экрана. Ваше первое путешествие в Арканзасе не за горами, и мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с нами самостоятельно. Наша команда усердно работает на обеспечении бесперебойного выпуска от устранения ошибок до внесения последних штрихов. Мы почти готовы. Независимо от того, решите ли вы доставить товар в город или поедете по проселочным дорогам и откроете для себя природные жемчужины штата, в Арканзасе найдется что-то для каждого. Мы рекомендуем вам изучить каждую доступную дорогу, и кто знает, возможно, вы найдете то, чего нет на карте. Смотрите в оба. Вы готовы получить? Тогда подумайте о добавлении Arkansas DLC в свой список пожеланий Steam. Мы хотели бы выразить нашу признательность всем, кто поддержит нас с этим. Мы не можем дождаться, когда вы сами познакомитесь с естественным состоянием в недавнем далеком будущем. А пока продолжайте работать. Ссылочка на Arkansas будет в описании данного видеоролика. Ранее в этом году мы опубликовали сообщение в блоге о продолжающих усилиях по внедрению прицепов Kegel в Euro Truck Simulator 2. Теперь, после нескольких месяцев самоутверждения работы, мы рады сообщить, что Kegel Trailers Pack выпущен и доступен в Steam в виде DLC. Видеоролик на обзор данного DLC будет расположен в правом верхнем углу экрана. Каждый грузовик заслуживает ненадежного прицепа, и именно этот Kegel Trailers Pack предлагает миру Euro Truck Simulator 2. Компания Kegel основана в 1934 году в Буртбахе, Германии, имеет богатую историю транспортной отрасли. Компания Kegel известна своими инновациями, дизайном и приверженностью к качеству, производит широкий ассортимент прицепов, предназначенных для удовлетворения потребностей профессионалов в области логистики по всему миру. Благодаря 6 новым прицепам Kegel, 5 аксессуарами для салона, ступицами колес и крышками гаек, как бы всегда будет доставлять грузы вовремя. Не забудьте украсить свой дом красивыми аксессуарами. В этом дополнении вы найдете украшения в стиле Kegel. В этом дополнении также входят специальные ступицы, колеса и накладки на гайки. Мы хотели бы поблагодарить наших друзей из Kegel Trailers за очень плодотворное сотрудничество по внедрению этих прекрасных прицепов в Euro Truck Simulator 2. Их команда была замечательными сотрудниками, всегда готовыми поделиться данными, предложить содержательную обратную связь и помочь нам с любимыми возникшими у нас вопросами. Обязательно получите Kegel Trailers Pack в Steam прямо сейчас. Мы были бы рады, если бы вы поделились с нами несколькими скриншотами и видео с использованием этого прекрасных трейлеров в игре и отметили нас в наших социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Также не забывайте подписываться на наших друзей с Kegel в их Facebook или Instagram. Увидимся в пути. Ссылочка на Kegel Trailers Pack будет в описании данного видеоролика. С 17 по 24 сентября мы посетим ведущую выставку логистики коммерческого транспорта и транспортного сектора EIA Transportation 2024 в Ганновере, Германия. Мы планируем наполнить на неделю
AAI выпусками нового контента, прямыми трансляциями по серии Assassin's Road и новостями с мероприятиями в прямом эфире. Поэтому мы просим всем приносить свои извинения, если в нашем клиенте Steam будет выпущено немного больше обновлений, чем обычно, но нам действительно есть что выпустить на этой неделе. Хотя у нас не будет, собственно, много стенда на выставке, мы присоединимся к нескольким нашим уважаемыми партнерами, которые обратились к нам с просьбой помочь именно на их стенде. Не забывайте заглянуть, если будете там. Вы найдете нас на стенде Scania с одними из наших 4D симуляторов движений, где каждый получит возможность использовать свой полностью электрический грузовик Scania CVV среди прочего. И в нашем ETS-2 в создании культового демонстрационного центра Scania с Вестердельне мы также сотрудничали с Jost, где другой из наших симуляторов поможет представить и продемонстрировать их передовую технологию ККС. Наше сотрудничество с Кёгель позволит продемонстрировать дополнение Кёгель Стреляерс Пак посредством коротких и развлекательных демонстраций ETS-2 на их стенде с еще одним нашим 4D симулятором движения, 4-й симулятор движений, где посетители смогут пробовать нашу игру, чтобы размещен на стенде наших партнеров из Ультона. Но это еще не все. Мы просим нескольких бесплатных копий нашей игры и некоторые из наших лучших и крупнейших DLC для трейлеров на стенде Шпигцкен, Каргабул и Крона Трейлерс, где вы сможете выиграть на них вместе с товаром IA 2024, ETS-2 и Крона Трейлерс. Мы также планируем сделать что-нибудь классное с нашими друзьями из Каргабул на их стенде, так что обязательно загляните туда. Эта неделя обещает быть невероятно напряженной для автомобильной промышленности, и мы считаем, что для вас это идеальный момент присоединиться к волнению и внести свой посиленный вклад в виртуальный мир Евротрак Simulator 2. Как мы упоминали ранее, следите за нашими каналами в социальных сетях, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, чтобы не пропускать некоторые эксклюзивные материалы и новые релизы за это время. Вы не захотите пропустить это. В нашем предстоящем дополнении Греции для Евротрак Simulator 2 вы откроете для себя множество уникальных производств по всей стране. В сегодняшнем блоге мы хотели бы рассказать об одной из крупных заводов, куда водители могут доставлять грузы. Давайте посмотрим поближе. Расположенный в северной части Салоник, второй по величине города Греции, вы найдете довольно крупный цементный завод, построенный в 1962 году. Завод обеспечивает более 300 прямых и косвенных рабочих мест для местной экономики и за ее пределами. Его виртуальное творение в дополнение Греции было создано нашими талантливыми командами и включает в себя индивидуальные модели памятников архитектуры, детальную планировку и создание одного из крупнейших в Европе проектов художественных фресков, которые охватывают многие здания завода. Это впечатляющее производство можно увидеть со всего города, в том числе с шоссе. Его просто невозможно пропустить. Вы можете быть уверены, что найдете множество доступных контрактов на работу этого завода, поскольку он является одним из ведущих производителей цементов в стране. Мы надеемся, вам понравится этот взгляд на одну из крупных отраслей промышленности, которую вы найдете в нашем готовящемся дополнении Греции. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться анонсами этого незавершенного дополнения в ближайшем будущем. А пока, если вы хотите поддержать нашу разработку, вы можете сделать это, добавив в дополнение Греции DLC в свой список пожеланий Steam. Спасибо всем, кто уже сделал это. До следующего раза продолжайте возить. Ссылочка на Грецию будет в описании данного видеоролика. Обновление 1.51 вносит изменения в способ работы контроллеров как Евротрак Simulator 2, так и в American Truck Simulator. Мы улучшим систему настроек контроллеров, которая позволяет игрокам с легкостью управлять игрой и предложить им больше гибкости контроля. Эти изменения также проложат путь к захватывающим будущим проектам. В этих обновлениях будут предоставлены некоторые новые функции, призванные улучшить общий игровой процесс для игроков, использующих контроллеры. Один из ключевых улучшений является добавление предустановленных настроек для модификаторов, которые позволяют игрокам управлять основными игровыми функциями непосредственно через контроллер и комфортно играть в игру без необходимости использовать клавиатуру или другое устройство. Теперь вы не только сможете управлять большим количеством игровых функций, используя только свой контроллер, но мы также постарались настроить элемент управления так, чтобы они напоминали управление транспортным средством в реальной жизни, что мы надеемся будет для вас естественным и более захватывающим. Хотя это изменение улучшит настройки контроллера и облегчит игрокам, использующим контроллер, взаимодействие с игрой. В некоторых случаях могут быть затронуты индивидуальные настройки управления. К сожалению, игроки, которые сильно изменили свою схему управления через пользовательский интерфейс настроек контроллеров в Steam и изменили их с настройка по умолчанию, могут видеть, что их пользовательская конфигурация сброшена до значений по умолчанию после обновления.
Хотя подобные проблемы могут возникнуть, мы надеемся, что вам понравятся захватывающие будущие проекты, которые эти обновления позволяют нам разрабатывать. До тех пор следите за новостями в Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других, разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. Только что вышла новая серия «Сезотс Роуд». Мы ведем репортаж из Буртебаха, Германии, где мы встретились с Кёгель Трейлерс на их заводе, чтобы предоставить вам эксклюзивные и подробные обзоры их грузового железнодорожного прицепа. Также на прошлой неделе мы только что выпустили комплект прицепов Кёгеля для Евротрак Simulator 2. Так что вы можете перевозить товаров на красивых прицепах в Кёгель в нашем игре, поскольку дополнение доступно в Steam. Подробнее об этом можете прочитать здесь. В этом эпизоде, организованном Нейро, мы отправились в Германию, чтобы осмотреть завод Кёгель Трейлерс. Мы также имели удовольствие встретиться с Себастьяном Хеннигом, менеджером по продуктам Кёгель, который поработал там всю свою профессиональную карьеру. Конечно, мы не могли упустить эту прекрасную возможность и попросить Себастьяна показать нам их удивительный грузовой прицеп в деталях. Что такого особенного в этом прицепе, давайте выясним. Ссылочка на данный видеоролик расположена в правом верхнем углу экрана. На YouTube и в Instagram, Facebook, Twitter мы надеемся, что вам понравился этот эпизод с Сезотс Роуд. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать ни одну предстоящую серию и других новостей Евротрак Simulator 2. Напоминаю, ссылочка на Кёгель Трейлерс пак находится в описании данного видеоролика. Мы рады сообщить, что обновление 1.51 для American Truck Simulator выпущено и теперь доступно в Steam. Это обновление содержит исправление ошибок, изменения и новый контент, который представлен ниже, поэтому мы рекомендуем ознакомиться. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех, кто участвовал, оставлял свои отзывы и сообщал об ошибках в период открытого бета-тестирования. Ваш ценный вклад помог нам внести изменения и устранить некоторые баги, которые мы, возможно, пропустили в первый раз. Мы надеемся, что теперь вы сможете в полной мере насладиться плодами своей работы. Ссылочка на данный видеоролик расположен в правом верхнем углу экрана. Одним из первых и наиболее заметных изменений, с которым вы столкнетесь в этом обновлении, является полный редизайн нашего выпустительного экрана. Сохраняя нашу недавнюю доработку пользовательского интерфейса, мы хотели бы, чтобы дизайн был простым для навигации и понимания всеми игроками. Прежде всего, один из основных отличий, которые вы заметите на новом титульном экране, это изображение грузовика в центре экрана. Слева найдете меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, такие как опции и другие подменю, такие как DLC, ранний DLC браузер и менеджер модов, рядом с которым отображаются количество и активных модов, если они у вас установлены. Чтобы получить доступ к менеджеру своего профиля, просто щелкните виджет своего профиля, расположенного в правом верхнем углу экрана меню. Функционально мы также сделали навигацию более удобнее с помощью геймпада или рулевого колеса, что позволяет меньше времени тянуться к клавиатуре с момента запуска ETS 2 или ATS. Этот дизайн также оставляет нам пространство для внесения настроек и изменений там, где это необходимо, а также дополнения в будущее. Стал намного круче представлены ограничения серии Mac Black в American Truck Simulator, который отличается затемненной внешней отделкой и другими дополнительными функциями интерьера. При разработке такой специального грузовика дизайнеры начали с 70-дюймовой модели со спальным местом, окрашенным в черный цвет Max, и дополнили ее пакетом внешних отделки. Затем они добавили ряд уникальных стилевых особенностей, включая жирную надпись поперек решетки радиатора. Ступеньки кабины, накладки на палубу также украшены в черный цвет, порошковую краску, а на воздухозаборниках с каждой стороны капота добавлены полоски черной полосой отделки, черный кронштейн, брызговики, черные топливные баки, алюминиевые диски черного цвета и таблички на дверях с гимном, выпущенные ограниченным тиражом, придают в автомобиль характерный вид, завершаются внешней трансформацией, уникальный орнамент на капоте. Это выглядит по-деловому, это значит по-деловому, несмотря на то, что количество выпущенных в реальном мире
ограничен, его можно приобрести у ближайшего внутриигрового дилера для всех владельцев American Truck Simulator. Мы надеемся, вам понравится этот потрясающий выглядящий вариант уже легендарного грузовика. Выражаем огромную благодарность команде за то, что позволило нам вынести это потрясающее выглядящее дополнение в American Truck Simulator в рамках обновления 1.51 и за помощь нашей команде в его создании. Мы надеемся, что вам понравится ездить по штатам, и мы с нетерпением ждем ваших скриншотов и много другого на наших каналах в социальных сетях. В обновлении 1.50 мы внедрили функцию динамической загрузки и разгрузки для пользовательских сельхозников складов Небраски DLC с использованием прицепов бункера для зерна. Теперь мы рады сообщить, что в обновлении 1.51 для American Truck Simulator мы собираемся добавить больше номинированных вариантов погрузки, а также склады, где игроки столкнутся с этой функцией. Дальнобойщики, осуществляющие доставку собственным прицепом бункером для зерна, будут испытывать динамичную погрузку и разгрузку при перевозке кукурузы, сои, зерновых, сахарной свеклы, гранулированных кормов для животных, картофель или семян хлопков не только в Небраске, но и на специальных складах, указанном в дополнении Канзас. Готовящееся дополнение Арканзаса, а также на сборных складах в American Truck Simulator. Но это еще не все. Это предстоящее обновление также будет включать новую опцию динамической разгрузки струженного фургона для перевозки древесины, стружки или семян хлопка. В настоящее время эта динамическая функция доступна не только для погрузки грузов и появится на пользовательских складах в Арканзасе, а также на сборных складах по всей территории США. В будущем мы планируем расширить эту функциональность, включив в нее другие типы грузов, перевозимых с помощью фургона для перевозки стружки, а также динамическую разгрузку. Подробнее об этом функции вы можете прочитать в сообщении в блоге, которое мы разместили. Наше сообщество часто запрашивало недостающее звено на трассе I-44, поэтому мы рады возможности предоставить этот новый контент в рамках предстоящего обновления 1.51 для АТС. В настоящее время в дополнение Оклахомы отсутствует средний участок межштатной автомагистрали 44 через Оклахома-Сити. Однако в обновлении 1.51 мы рады возможности добавить этот раздел, соединяющий западную и восточную части и завершающий I-44 в Оклахоме. Разумеется, это обновление будет бесплатно для всех нынешних владельцев дополнения Оклахома DLC. Однако это еще не все. I-44 тоже будет включать в себя два новых склада, на которые игроки смогут доставлять грузы, мебельный магазин и строительную площадку. Наряду с этим дополнением игроки также получат две новых установки для грузовиков на трассе I-40. Если вы хотите узнать больше об этих изменениях, ознакомьтесь со специальным блогом на эту тему здесь. В сотрудничестве с нашим отделом растительности наши разработчики карты заменили старые сосны более точными соснами лоболли, произрастающие в Техасе. Сосны лоболли изначально были созданы для дополнения Арканзаса, но также естественным образом произрастают в Техасе. Для повышенной реалистичности и обеспечения более плавного перехода передвижения между этими штатами, дальнобойщики теперь будут сталкиваться с обилием этих деревьев по всей восточной части Техаса, вдоль дорог, в лесах и в городах. Мы надеемся, что вы оцените внимание наших команды к деталям. Мы вернемся к ранее выпущенным дополнениям к картам и обновим их на основе ваших отзывов, и чтобы исправить любые недочеты. Мы рады сообщить, что теперь мы добавили пользовательские вводные части к дополнению Oregon для American Truck Simulator. Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. Мы надеемся, что новым игрокам или тем, кто перезапустит новый профиль, понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать. Мы надеемся, что вам понравится дополнение, и мы с нетерпением ждем возможности предоставить его большим количеству наших штатов в будущем. Мы объединились, чтобы расширить возможность установки на ряд грузовиков в American Truck Simulator. Теперь у игроков будет возможность устанавливать нижние обтекатели, колпаки, колеса на следующие автомобили. В реальном мире седальный тягач обеспечивает водителям экономию топлива на дороге. Его можно найти у установленных на тысячах грузовиков по всей территории Соединенных Штатов. Для игроков в American Truck Simulator мы рады предложить это экономическое решение для вашего виртуального автопарка. Дополнение преимуществом игроки также является минимизация турбулентности и улучшение аэродинамики за счет окружения ведущих колес, что позволяет лучше управлять потоком воздуха, который движется вокруг трактора во время движения.
Мы надеемся, что вам понравится использование в ваших будущих путешествиях в American Truck Simulator. Обязательно поделитесь фотографиями вашего недавнего установленного комплекта на наших официальных каналах в социальных сетях. Мы также потратили время на создание более реалистичной визуальной тени в салоне грузовиков с помощью нашего нового инструмента под названием Internet Shadow Taywork. Это позволяет нам создать упрощенную рамку вокруг кабины грузовика, блокирующую поступающий свет, и тем самым улучшая реалистичность освещения отражаемого внутри кабины. Больше никаких размытых материалов интерьера, когда вы приезжаете мимо другого грузовика, фонарей или полицейского маячков. Мы надеемся, что вам понравится это небольшое, но заметное улучшение вашего опыта грузоперевозок. Мы улучшили систему настроек контроллера, которая позволяет игрокам с легкостью управлять игрой и предложить им больше гибкости и контроля. Эти изменения также проложат путь к захватывающим будущим проектам. Теперь вы не только сможете справляться с большим количеством игровых функций, используя только свой контроллер, но мы также постарались настроить элемент управления так, чтобы они напоминали управление автомобилем в реальной жизни, что мы надеемся будет для вас естественным и более захватывающим. Хотя эти изменения улучшат настройки контроллеров и облегчат взаимодействие с игрой игрокам. Использующие контроллеры в некоторых случаях могут быть затронуты индивидуальные настройки управления. К сожалению, игроки, которые сильно изменили свои схемы управления с помощью пользовательского интерфейса настройки контроллера Steam и изменили их с настройкой по умолчанию, могут видеть, что их пользовательская конфигурация брошена до значения по умолчанию после обновления. Подробно об этом обновлении читайте в недавнем сообщении в блоге. Основными изменениями является добавление панели поиска для упрощения навигации по всем категориям настроек. При выполнении поиска совпадения будут отображаться в текущем категории настроек, а раздел, в которых также появляются поисковые запросы, будут выделены. Мы также реорганизовали существующие опции в настройке для большей наглядности. Теперь эти опции разделены на подкатегории. В каждом разделе, кроме того, в нижнем меню добавлены две новых категории: интерфейс и доступность для лучшего распространения. Мы также внесли некоторые изменения, которые упрощают доступ, когда дело доходит до изменения фона рабочего стола в ETS 2 и ATS. Теперь вы можете изменить фон меню напрямую, используя ярлык из главного меню, или в качестве альтернативы вы можете получить доступ к той же опции через раздел интерфейса в ваших настройках. Однако это еще не все. Теперь мы также сделали возможным предварительный просмотр ваших фоновых изображений перед их изменением. Просто нажимайте на выбранный вами фон в карусели, и вам будет представлен краткий предварительный просмотр того, как он будет выглядеть, прежде чем подтвердить свой выбор. Игроки также будут уведомлены через небольшой виджет в главном меню, если они получили новую опцию фон рабочего стола в качестве награды за событие или обновление. Нажав на это, вы также перейдете к новым настройкам, которые реализованы в этом обновлении. В качестве бонуса к лучшей визуальной фоне рабочего стола мы также добавили новый фон под названием Black Linux Studio. Мы надеемся, он понравится, обязательно ознакомьтесь с ним. Мы также рады предоставить возможность включить и отключить датчик слепой зоны и автоматический блокировку дифференциала. Автоматический блокировка дифференциала помогает регулировать сцепление с дорогой в сложных дорожных условиях. Автоматическое включение при необходимости. Датчик слепой зоны выдает визуальные и звуковые предупреждения для повышения безопасности при смене полосы движения. Мы надеемся, что вам понравится эта функция, которая в конечном итоге позволяет вам адаптировать свой опыт моделирования грузоперевозок в зависимости от того, насколько он вам нравится. Сегодня у нас для вас потрясающие новости. Мы всегда высоко ценили отношения с нашими Best и теперь мы хотим развивать это отношение еще больше, чем раньше. Вот почему мы решили провести самый первый день поклонников SOCCVR, на котором несколько избранных счастливчиков из нашего сообщества будут приглашены в наши офисы в Праге, чтобы приятно провести день вместе. Это ключевое событие состоится в наших офисах в Праге, Чешская Республика, 30 октября 2024 года. Мы решили пригласить 20 участников из нашего сообщества, у которых будет возможность посетить нашу студию, насладиться экскурсией по нашему офису, где разрабатываются наши игры, пообщаться с членами команды SOCCVR, прокатиться на нашем стимуляторе 4D,
симуляторе провести с нами незабываемый день. Поскольку мы впервые пытаемся провести подобное мероприятие, мы все еще ищем наилучший подход, поэтому хотелось бы попросить вас проявить терпение при изучении этого нового захватывающего проекта. Но если это пройдет успешно и все останется довольным, мы можем даже проводить подобные мероприятия более регулярно, чтобы как можно больше число участников нашего сообщества могли получить такой опыт. На данный момент нет правил подачи заявок, поэтому присоединитесь, мы можем любой желающий заполнить просто форму заявки СЦВР. Лично выберет 20 участников из нашего сообщества, и мы оставляем за собой право сделать окончательный выбор за всеми участниками. Прежде чем вы решите подать заявление, мы также хотим поделиться с вами важной информацией. К сожалению, СЦВР не в состоянии покрыть расходы на проезд до наших офисов, поэтому тому, кто пройдет отбор, придется добираться туда за свой счет. Кроме того, дата твердо установлена и не может быть перенесена, поэтому, если она выбрана, вам нужно будет прибыть в наш офис 30 октября. Если вы заволнованы, понимаете условия, которые мы упомянули выше, мы были бы рады, если бы вы подали заявку. Мы рекомендуем вам делиться как можно большим количеством информации о себе, возможно, даже включать фотографии или видео, рассказывающие о вас и вашей страсти к нашим играм. Чем больше мы знаем о вас, тем выше вашего шанса быть выбранным. Вы можете подать заявку здесь. И не волнуйтесь, мы не храним никаких данных, которые вы будете заполнять для формы заявки. Мы удалим их после окончания дня болельщиков из этого СВР. Мы чрезвычайно рады выбрать 20 счастливых участников из всех претендентов, встретиться с нами и провести с ними незабываемый день в наших офисах. Так что не ждите, заполните эту форму, чтобы мы могли увидеть вас здесь 30 октября. До их проведения следите за любыми другими новостями, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Twitter, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. Мы рады сообщить нашему сообществу, что обновление 1.51 для Euro Truck Simulator 2 теперь официально выпущено благодаря новому контенту, переработанному раздела карты, изменения пользовательского интерфейса, исправления ошибок и много другому. Давайте поглубимся и посмотрим, что нас ждет. Перед этим мы должны поблагодарить всех, кто участвовал в фазе открытого бета-тестирования, поделились отзывами и сообщили об ошибках. Ваш неоценимый вклад позволял нам доработать контент и устранить ошибки, которые изначально просочились сквозь щели. Мы надеемся, что вам понравится эта новая функция, изменений и много другого, которое входит в это обновление. Ссылочка на данный видеоролик будет расположена в посту, так как на YouTube максимум размещения 5 подсказок в правом верхнем углу экрана. Одним из первых и наиболее заметных изменений, с которым вы столкнетесь в этом обновлении, является полный дизайн нашего титульного экрана. Уставляясь в соответствии с нашими недавними изменениями пользовательского интерфейса, мы хотели бы создать дизайн, в котором было бы легко ориентироваться и понимать всем игрокам. Прежде всего, один из основных отличий, которого вы можете заметить в новом титульном экране, это изображение грузовика в центре экрана. Слева вы можете найти меню, которое обеспечивает легкий доступ к наиболее важным функциям игры, такими как опции и другие подменю, такие как DLC, ранее DLC браузер и менеджер модов, которые отображают количество активных модов рядом с ними, если они у вас установлены. Чтобы получить доступ к менеджеру своего профиля, просто щелкните виджет своего профиля, расположенного в правом верхнем углу экрана. Функционально мы также сделали навигацию более удобнее с помощью геймпада или рулевого колеса, что позволяет меньше времени тянуться к клавиатуре с момента запуска GTS 2 или ATS. Этот дизайн также оставляет нам пространство для внесения настроек и изменений там, где это необходимо, а также дополнения в будущем. В рамках нашего текущего проекта по доработке в Германии мы рады сообщить, что город Бремен, Кассель, Оснабрюк и Магдебург были полностью переработаны и включены бесплатно как часть обновления 1.51 для Euro Truck Simulator 2. Игроки, посещающие эти районы, могут путешествовать по новой и улучшенной дорожной сети, доставляя товары в точность предоставленной отрасли промышленности в этом районе, открывать и исследовать достопримечательности и много другое. Каждая из этих областей была полностью перестроена с нуля с использованием новых методов картографирования. Хотите узнать больше о каждом городе и их обновлениях? Вы можете прочитать обо всех этих изменениях в этих городах в наших отдельных сообщениях в блогах, которые вы можете найти здесь. Мы надеемся, вам понравится открывать для себя эти города заново. Здесь есть что исследовать, и мы не хотели бы услышать ваши отзывы, увидеть ваши скриншоты и много другое. Обязательно поделитесь с нами на наших официальных форумах СЦВР или на наших каналах в социальных сетях.
В этом обновлении мы немного переработали все игровые заставки для каждого города в дополнение Италии и Battle Covers с возможностью создавать собственные гаражи с 17 городами дополнения Италия и 24 дополнения Battle Covers. В общей сложности 41 город получили новые или обновленные политические заставки в городах. Мы также потратили время на создание более реалистичной визуальной тени внутри грузовика с помощью нашего нового инструмента под названием Internet Shadows Trayvec. Это позволяет нам создать упрощенную рамку вокруг кабины грузовика, блокирующую поступающий свет, таким образом улучшая реалистичное освещение, отражаемого внутри кабины. Больше никаких размытых материалов в салоне, когда вы проезжаете мимо другого грузовика, фонаря или полицейского маяка. Мы надеемся, вам понравится это небольшое, но заметное улучшение вашего опыта грузоперевозок. Основными изменениями является добавление панели поиска для упрощенных навигаций по всем категориям настроек. При выполнении поиска совпадение отображается в текущем категории настроек, а разделы, в которых также отображаются поисковые запросы, подсвечиваются. Мы также реорганизовали существующие опции в настройке для большей наглядности. Теперь эти опции разделены на подкатегории. В каждом разделе, кроме того, в нижнем меню были добавлены две новые категории: интерфейс и доступность для большей наглядности. Мы также внесли некоторые изменения, которые упрощают доступ, когда дело доходит до изменения фона рабочего стола в ETS 2. Теперь вы можете изменить фон своего меню напрямую, используя ярлык из главного меню, или в качестве альтернативы вы можете получить доступ к той же опции через раздел интерфейса в наших настроек. Однако это еще не все. Теперь мы также сделали возможность предварительного просмотра ваших фоновых изображений перед их изменением. Просто нажмите на выбранный вами фон в карусели, и вам будет предоставлен краткий предварительный просмотр того, как он будет выглядеть, прежде чем подтвердить свой выбор. Игроки также будут уведомлены через небольшой видео в главном меню, если они получили новую опцию фона рабочего стола в качестве наград за события или обновления. Нажав на это, вы также перейдете к новым настройкам, которые были реализованы в этом обновлении. В качестве бонуса к лучшей визуальной фоне рабочего стола мы также добавили новый фон под названием Backlit Studio. Мы надеемся, что он вам понравится, обязательно ознакомьтесь с ним. Мы улучшили систему настроек контроллера, которая позволяла игрокам с легкостью управлять игрой и предложить им больше гибкости контроля. Эти изменения также проложит путь к захватывающим будущим проектам. Теперь вы не только сможете управлять большим количеством игровых функций, используя только свой контроллер, но мы также постарались настроить элементы управления так, чтобы они напоминали управление автомобилем в реальной жизни, что мы надеемся будет для вас естественным и более захватывающим. Хотя эти изменения улучшат настройку контроля и облегчат взаимодействие с игрой, игрокам, использующим контроллер в некоторых случаях могут быть затронуты индивидуальные настройки управления. К сожалению, игроки, которые сильно изменили свои схемы управления с помощью пользовательского интерфейса, настроек контроллера Steam и изменили их настройки по умолчанию, могут увидеть, что их пользовательские конфигурации сброшены до значения по умолчанию после обновления. Мы также рады предоставить возможность включать и отключать датчик слепой зоны и автоматически блокировку дифференциала. Автоматическая блокировка дифференциала помогает регулировать сцепление с дорогой в сложных дорожных условиях. Автоматически включаясь при необходимости, датчик слепой зоны выдает визуальные и звуковые предупреждения для повышения безопасности при смене полосы движения. Мы надеемся, что вам понравится эта функция, которая в конечном итоге позволяет вам адаптировать свой опыт моделирования грузоперевозок в зависимости от того, насколько он вам нравится. Мы надеемся, что вам не терпится попробовать все эти новые контент. Не забывайте следовать за нами на наших социальных медиа: Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, так что вы не пропустите ни одну новость из мира Евро Грузовиков Симулятор 2. Делитесь скриншотами и видео с нами с новым содержанием. Езжайте безопасно. Мы рады объявить о появлении легендарного Max Prince в American Truck Simulator, который теперь может приобрести и управлять им в игре. Однако это еще не все. Мы также рады представить ограниченные издания.
Готовы заняться грузоперевозками? Давайте подробно рассмотрим эти новые дополнения. В сочетании в себе мощность и надежность с современными технологиями и классическим дизайном в результате получается легендарная рабочая лошадка, готовая выполнить любую работу, при этом учитывая каждую капля топлива, легко напроченная рама, рассчитана на большие нагрузки, крутые подъемы и длительные перевозки, что делает ее идеальным выбором для вашего следующего путешествия в American Truck Simulator. Виртуальная реализация включает в себя множество вариантов и конфигураций, включает 3 варианта салона: дневная кабина, 48-дюймовое спальное место с плоским верхом и 70-дюймовое стоячее спальное место, несколько вариантов шасси длины 6х2, подъемы толкательные 6х2 и 6х4, 3 варианта двигательной мощности от 415 до 550 лошадиных сил, а также доступ широкой выбор трансмиссии. Новинки с добавлением стала трансмиссия с оснащенными гусеничными передачами, которые помогают перемещать любой груз. Его дополнение низкое передаточное число, обеспечивает низкие обороты двигателя на скорости по шоссе и способствующей максимальной эффективности. Вы также найдете множество вариантов настроек, включая 4 варианта оформления салона для вариации решетки и радиаторов, современная и классическая, разработанные аксессуары для салона и много другое, чтобы настроить именно так, как вам нравится. Мы знаем, с каким нетерпением наше сообщество American Truck Simulator ждало этот грузовик. Надеюсь, что вам понравится. Делитесь скриншотами и видео с вашего первого путешествия с нами и грузовиками в Твиттер, Инстаграм и Фейсбук. В рамках бесплатного обновления 1.51 для American Truck Simulator мы также выпустили ограниченную серию, которая отличается затемненной внешней отделкой и другие дополнения функциями интерьера. Это выглядит по-деловому, и это означает по-деловому. Несмотря на то, что выпущено всего 500 экземпляров, можно приобрести у ближайшего внутриигрового дилера для всех владельцев American Truck Simulator. Мы надеемся, вам понравится этот потрясающий выглядящий вариант уже легендарного грузовика. Если вы пропустили любое обновление 1.51, в котором рассказывается больше об этом легендарном грузовике, и не только, вы можете найти это здесь. Выражаем огромную благодарность команде то, что позволило нам внести оба этих потрясающих выглядящих дополнений в American Truck Simulator и за помощью нашей команде в их создании. Мы надеемся, что вам понравится ездить на них по штатам, и мы с нетерпением ждем ваших скриншотов много другого на наших каналах в социальных сетях. Увидимся в дороге. Желаете меня поддержать? Не забывайте подписываться на мой буст. Вы увидите мои слезы, мои огорчения, просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов. Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Сегодня мы рады поделиться с вами еще одним постом в блоге, посвященным одному из многих городов, которые будут представлены в нашем предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Сегодня мы отправляемся в Норвегию, чтобы познакомиться с городом Буде. Расположен к северу от полярного круга, Буде является вторым по величине городом Северной Норвегии после Тромсе. Первоначально основан как торговый город, он имеет богатую историю рыболовства и добычи полезных ископаемых, которые принесли городу процветание. Во время Второй мировой войны большая часть города, к сожалению, была разрушена, но он был полностью перестроен и расширен, сохранилось несколько уцелевших строений. Их можно найти в нашем виртуальном воссоздании Буде в виде зданий, построенных по индивидуальному заказу. В 1940-х годах из-за нехватки жилья правительство Швеции помогло построить 207 квартир. Этот небольшой район, ныне известен как Смивицкбен, находится в самом центре города. Сегодня Буде шумный и динамичный город с множеством дорог, достопримечательностей и отраслей промышленности, которые дальнобойщики в нашем грядущем дополнении могут исследовать и открыть для себя. Мы уверены, что вам понравятся все достопримечательности от концертного зала до музея авиации. Но давайте не забывайте, что у нас есть работа как водитель грузовика. Вы сможете находиться в рабочих контрактах и доставлять грузы на склады в городском аэропорту, супермаркете, на верфи и яхтостроителе и многое другое. Если вам нравится пребывать в Буде, подумайте о приобретении гаража в городе в качестве вашего нового штаб-квартиры или в качестве расширения вашей текущей компании. Мы надеемся, вам понравится знакомиться с городом Буде в нашем предстоящем дополнении Nordic Horizons для Euro Truck Simulator 2. Если вам не терпится заняться грузоперевозками в этом регионе, обязательно добавьте его в список пожеланий Steam. До следующего раза продолжайте работать. Ссылочка на Nordic Horizons будет в описании данного видеоролика.
Ну что, дорогие друзья, самая большая, мне кажется, новостная неделя на моем канале подошла к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, который видите прямо на ваших экранах. А именно лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пейк Мейкер.